Всем здравствуйте, ребята! Сегодня у нас Солярис, первый рестайлинг. Болта нет на клапанной крышке. Машина постояла ночь в гараже, зашли, пахло прилично газом. Где-то что-то сипет. Далее, пробег у нас 443 тысячи километров. Вот по стеклам я не вижу, но рестайлинг, наверное, 14-15 год, там 16, не знаю. Какой-то из этих вот механика 1.6 на газу машина. Ну что, все как обычно, все как у всех. Давайте не будем вонять этим газом. Так, разбираем, дефектуем, что в каком состоянии у нас находится, навесное, ГРМ и так далее. Головка, скорее всего, пойдет в ремонт. Пробег огромный. Клапана выпускные меня там под сомнение, да и впускные тоже надо будет смотреть все это дело. Седла очень важно седла, ребята, не просто клапана снимать, менять, а именно седла смотреть, шарошить, фаски снимать, после этого только новые клапана ставить, потому как иначе ничего хорошего из этого не выйдет. В общем, как-то так. Давайте будем разбирать, дефектовать, что там у нас за такой пробег случилось с машиной. Работаем. Ребят, разбираем автомобиль. Так, что тут у нас? С чего начать? Кое-какие фиксаторы, защелочки поломаны, особенно снизу, или стартер снимали там, или коробку, не знаю, ну что-то делали, в общем, скорее всего, коробку сцепления меняли, и вот эти вот защелки здесь поломаны. Далее шланги целые, все, судя по всему, даже менены, потому что, ну, мягонькие, и те, все это осталось целое по навесному. Помпа мененная, ремень мененный, но натяжной ролик заклинивший, кое-как вообще ремень сняли, то есть там все. Механизму хана, и обводной ролик шумит, в общем-то, поэтому все это дело будем менять обязательно. Далее, для газового мотора это не естественно, масло слилось черного такого цвета, ну, то есть газы прорывались, конкретно газы прорывались. При этом, как я понимаю, ну, натяжитель почему-то практически вообще не вышел, то есть цепь натянута, или ее меняли, либо что, но опять-таки по герметику я не вижу, чтобы ее меняли. Такое ощущение, что это заводской герметик. Но цепь не вытянута, ребят. Вообще, посмотрим, в каком состоянии натяжный храповик сам, то есть натяжители, зубчики целые, не целые, башмаки. Но на удивление, все это дело не вытянуто. Как-то так. Обязательно обратим внимание на натяжитель. В общем-то, как-то так. По зазорам еще не пробежали, сейчас пробежимся, посмотрим ради интереса. Ну, скорее всего, 100% тут регулировали, 440 тысяч на газу машина не могла пройти без регулировки. Будем все это дело смотреть. Ну что, убираем ГБЦ, смотрим на цилиндр, что у нас там происходит. Катализатора, как я понимаю, там нет, то есть отвернули, посмотрели, там пустая банка. Вот такие вот дела. Работаем дальше. Ребят, ну что, сняли мы ГБЦ, все 4 цилиндра поршни намытые, масло летело, хона вообще нет. Ну, то есть кристально идеальное зеркало, отражения есть, ни одной рисочки, ничего нет. В общем-то, как-то так. Ну и компрессия слабовата, то есть он доворачивается аж, ребят, то есть кольца там вообще ничего не чувствуют. Все, он его отпустил, он дальше вертится. Вот такие вот дела. Сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, смотрим на вкладыши. Распредвалы маленько пошорканы. Не критично, но уже есть довольно так ощутимо. В общем-то, потери давления масла там не будет. Пробежался микрометром по шейкам распредвала, они все в номинале. Царапины есть, но главное он в номинале. Так, ну что, давайте будем доставать, изымать отсюда блок. Ребят, ну что, давайте начнем с блока. Ну, я уже показывал, хон здесь вообще напрочь отсутствует. Выработка, ну я думаю, тут даже слепой увидит, вот эти вот ступеньки, которые переливаются, это выработка от колец. Тут, ребят, десятки-полторы минимум. Я просто время на такие моменты не трачу, тут видно и так все прекрасно. Что конская, особенно в 4-м цилиндре выработка, тут возможно даже 0,5, ну нет, 0,5 бы вышла росточка в данном случае. В любом случае делаем все по стандарту, под оригинальные корейские кольца. Будем фрезеровать. Раковина-то вроде вот этого только место есть. Вот оно видно, да? Ну кинули, свесы болтаются сильно, поэтому фреза обязательно нужна. Далее по поршням. Была, судя по всему, раскоксовка.
Тефлон напрочь весь смыло. Я еще раз говорю, никакая распаксовка вам не поможет, когда у вас выработка в цилиндрах. Это просто хуже делаете двигателю. Вкладыши, естественно, съедены, но коленвал, слава богу, он в размере. Слава богу. Вкладыши, опять-таки, все под замену пойдут у нас. И коренные, и шатунные. Сальник вообще дубовый, ну, прям деревянный. Охренеть, какой первый раз такой вижу. Давно такого я не видел. Это прям... Ну-ка, отломится, нет? Я даже сломать не могу. Ну, то есть все. Там поэтому все и масло было, бежал ручьем. Головку сейчас будем рассухаривать, смотреть на нее. Насосу сейчас тоже разберем, но тут 99,9%, что ему хана. По головке большие вопросы, что там у нас будет делаться, что меняться. А так, в принципе, пока все. Сейчас будем составлять список работ, запчастей, отправлять клиенту на согласование. Как-то так. Ребята, снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас Солярис. Блок отмыли, блок отшоркали. По наружу был он сильно грязный. Прям капитально грязь въевшаяся. Видно, что пробег большой на двигателе. Ну, все это дело успешно убрали. Свежая гильзовка. Сделана фреза. 8 соток снята. Коленвал промываем сейчас очистителями. Промываем, продуваем. Храповик хорошо моем. Подбираем вкладыши. Начинаем с коренных. В корне нас интересуют 3-3,5 сотки. Шатуны сейчас в мойке ложим. Отмываем их, они остывают. Зажимаем самые полные вкладыши. Там в районе 4-4,5 будет. Смотрим геометрию шатуна по вертикали и по диагонали в каждую сторону, чтобы все было нормально. Поршня у нас автовелд, по поршням у нас 4 сотки зазор. Почему автовелд? Потому что оригинальные поршня практически все приходят в Китай. Китай не ставим, потому что непонятно, как он себя поведет. А заказывать скорее оригинальные поршня корейские дорого выходит, поэтому автовелд, вопросов никаких нет. А вот кольца будут оригинал Made in Korea. Да, подороже, потому как сейчас заказать можно оригинальные кольца, там вообще цена какая-то смешная, 2,5-3 тысячи, но это все Китай приходит, это говно, а не кольца. Корейские кольца, они в районе 7-8, у кого-то 9 тысяч стоят именно Made in Korea, поэтому учитывать вот этот момент, на дешевизну вестись не стоит, ни к чему хорошему это не приведет. Так, полуподдон, поддон у нас отмытые лежат, в принципе, давайте будем заниматься укладкой, подборкой вкладышей, укладкой колена. Ребят, блок у нас собранный, все замечательно, все хорошо, зазоры как надо, проворачивается одной рукой, нигде ничего не зажимает, никакой грязи, пыли, ни царапин, ничего, свеженькая маслица, красиво все. По кольцам, в замках ничего подравнивать не пришлось, все идеально, поэтому сейчас снимаем с гуся, ставим сцепление и все это дело монтируем на автомобиль. Никаких нюансов нет, вот так у нас 4 соточки выглядят. Это практически незаметно на камеру. В общем-то, все. Приступаем к монтажу на автомобиль. Блок у нас установлен на автомобиль. Первый, четвертый вывели вверх. Поверхность полностью обезжирена. Защитный кожух стоит. Трубку прокинули. Здесь маленечко продули, промыли. В принципе, было не сильно грязно. Судя по всему, недавно это дело мыли. В общем-то, все готово к установке ГБЦ. ГБЦ у нас полностью капиталево. Все выпускные клапана новые стоят. Начали уже подгорать, но пробег действительно серьезный. Сама по себе голова ровная, поэтому фреза не потребовалась. Полностью старую прокладку убрали, все это дело обезжирили, подготовили. Болты мобиловской смазкой, обезжириваем обычным растворителем. Прокладка, естественно же, оригинальная корейская. Следов подделки мы не нашли. Сейчас будем ставить ее. Протягивать ГБЦ, пока протягиваем по правой стороне. Гамма-мотор позволяет полностью все собрать. В принципе, все, ничего нового, давайте будем приступать к монтажу головки. Ребят, ну что, ГБЦ мы протянули, распредвалы установили, пробежались еще раз по зазорам, все в норме. Установили ГРМ, все по меткам, обезжирили, 2 колечка новых, полностью сборен масляный насос, новый у нас идет, обезжирен, промазан герметиком аккуратненько, как полагается, сальник промазан маслом, в маслоприемник залили маслица, провернули, чтобы он в первую минуту на сухую не вращался, была масляная пленка, чтобы он захватил это масло, быстрее прокачало его. Ставим ее, ставим клапан, крышка и навесное. В принципе, осталось вообще не так уж и много, осталось мелочь, я бы сказал. И будем машину запускать. Клапан, сеточку промыли, установили на место. В общем, как-то так работаем. Ребят, ну что, автомобиль у нас собранный, автомобиль готов к первому запуску. Масло, антифриз мы залили, старый убрали, новый залили в дроссель, говорю. Расширительный, дроссель помыли, фильтр воздушный новый стоит, грязный был старый, ролики новые поставили по навесному, помпа мененная была и ремень мененный был. В принципе, все, больше никаких замечаний тут нет и не было.
Все, обратно на хомуты посадили. На пластиковое газовое оборудование, конечно, лучше проверить перед использованием. И вообще после капиталки надо его настраивать заново. То есть по смеси смотреть, что да, как да, почему. Обкатка 3000, не более 3000 оборотов, через 200-500 километров заменить масло, масляный фильтр. Потом раз в 7000 его менять. Ну и в принципе все. 5.20-5.30 лето, нулевка зима. Главное, частота радиаторов, никаких сеток в бампера. 95-й бензин. Ну и, естественно, хороший масляный воздушный фильтр при замене. Ну, само масло тоже, естественно же. Российские масла мы не советуем, они все на китайских присадках. И это пагубно сказалось на их качестве. Нехорошо они работают, мягко говоря. Что мы советуем? Ну, кому не жалко денег, Матюль. Раве масло есть, не Рольф, а Раве. Тоже хорошее масло. И Демицу, Зик. Зик на последнем месте. То есть изначально Матюль, Раве и Демицу, потом Зик. То есть вот такие вот, ну, как бы наши такие рекомендации. А там уже, конечно же, смотрите сами, что и как вам заливать. По цене у нас вышло там что-то в районе 150-160 тысяч, точно я не помню, по-моему 150 за все про все, за все работы, материалы и так далее. Ну что, давайте будем пробовать первый запуск автомобиля. Автомобиль проехал хорошо, напоминаю, пробег приличный. Так, печку включаем. Ну, с Богом. Так, давление прошло. Тут газ пикает, чирикает. Что ему надо? Так, ну вроде все перестал пикать. Так, работает ровно, работает тихо, никаких шумов, бреков, стуков, чеков нет. Пробег 443 тысячи. Греем до рабочей температуры, прогазовываем, проверяем шланги, прокладки, сальники, все это дело. После этого ставим железную защиту, и машину можно будет выдавать. Давайте послушаем снаружи. Ну, работает в принципе ровно, работает тихо, это самое главное. На этом заканчиваем очередную съемку. Солярис с приличным пробегом готов, собран и поедет сегодня в путь. До новых встреч, до свидания.